Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о видах глагола. В русском языке есть два вида глагола — несовершенный вид и совершенный вид. Несовершенный вид глагола обозначает незаконченное действие и отвечает на вопрос «что делать?». Совершенный вид обозначает законченное действие и отвечает на вопрос «что сделать?». В прошедшем времени глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделал?», в будущем «что сделает?». Глаголы совершенного вида указывают на результат действия. Например, глагол «выучить» обозначает, что действие достигло результата. Например, «я выучила французский язык», то есть «я хорошо говорю по-французски». Глаголы несовершенного вида в прошедшем времени отвечают на вопрос «что делал?», в будущем времени «что будет делать?». Глаголы несовершенного вида указывают на продолжительность и повторяемость действия. То есть результата вы еще не достигли, вы в процессе. Например, «я учу французский язык», «я в процессе изучения французского языка». Большинство глаголов несовершенного вида — это глаголы без приставок. Глаголы совершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида с помощью приставок. Например, расти — вырасти, платить — заплатить, писать — написать, обедать — пообедать, читать — прочитать, таять — растаять, делать — сделать, ходить — уходить. Еще примеры: слушать — послушать, читать — прочитать, писать — написать, пить — выпить, готовить — приготовить. Но есть исключение. Покупать — что делать, что сделать — купить. Обратите внимание на этот глагол. Итак, глаголы несовершенного вида обозначают повторяющееся действие. Например, «я буду писать тебе письма каждый день». Процесс: «я буду писать письмо еще 2 часа». Факт: только называем действие. «Сегодня вечером я буду писать письмо». Совершенный вид обозначает однократное действие. Например, «я напишу тебе письмо сегодня вечером». Результат: «я напишу письмо и сразу отправлю его». С глаголами совершенного вида могут употребляться такие слова: один раз, однажды, быстро. Например, «однажды я пригласил друзей», «я быстро победил врага», «один раз я завязала бант». С глаголами несовершенного вида могут употребляться такие слова: долго, каждый день, часто. Например, «я часто приглашаю друзей», «я каждый день угощаю детей», «я долго побеждал врага». Еще примеры. С глаголами несовершенного вида могут употребляться такие слова: каждое утро, каждый день, каждый вечер, регулярно, часто, редко, иногда, обычно. Например, Мария смотрит телевизор каждое утро. Виктор покупает газеты очень часто. Мы регулярно играем в теннис. С глаголами совершенного вида могут употребляться такие слова: вчера вечером, утром, сегодня, один раз, в пятницу, 2 дня назад, уже, еще не. Например, Мария посмотрела фильм «Бег» по телевизору вчера вечером. Один раз Виктор купил газету «Известия». Мы уже сыграли в теннис.
Еще примеры слов, которые могут употребляться с несовершенным видом глагола. 1 час, 1 минуту, 1 день, неделю, все утро, весь день, целый год, долго, недолго. Как видите, все они указывают на процесс. Например, мы работали 1 день. Мои друзья строили дом неделю. Я жду твое письмо весь день. Что ты делал вчера? Работал или отдыхал? Я вчера весь день работал. Другие примеры. Ученик решал задачу. Ученик решил задачу. Решал незаконченное действие, процесс. Решил законченное действие. Еще примеры. Писать – писал. Написать – написал. Подписывать – подписывал. Подписать – подписал. Обрезать – обрезал. Обрезать – обрезал. Глаголы несовершенного вида имеют 3 формы времени. Например, настоящее время – я решаю задачу. Прошедшее время – я решал задачу. Будущее сложное, которое состоит из 2 слов, будет решать. Я буду решать задачу. Глаголы совершенного вида имеют 2 формы времени. Например, прошедшее – я решил задачу. Будущее – я решу задачу. У них нет формы настоящего времени. Еще примеры глаголов совершенного и несовершенного вида. Я переводил текст. Я перевел текст в прошедшем времени. Я перевожу текст. Настоящее время, только несовершенный вид. Я буду переводить текст. Будущее сложное время. Я переведу текст. Будущее простое время. Следующие примеры. В инфинитиве писать, написать. В настоящем времени я пишу. Совершенный вид не имеет формы настоящего времени. Прошедшее время я писал, писала. Я написал, я написала. Будущее простое время, только совершенный вид. Я напишу. Будущее сложное время, только несовершенный вид. Я буду писать. Еще примеры. Я решил изучать русский язык. Я буду заниматься языком. Я решил изучить русский язык. Я буду знать язык. Я обещаю звонить. Например, часто, каждый день, редко, иногда. Я обещаю позвонить 1 раз. Надо говорить по-русски. Всегда. Надо сказать ему правду. 1 раз сказать. Ты должен делать домашние задания. Всегда, постоянно. Ты должен сделать это упражнение 1 раз. Хочу хорошо понимать русских людей. Всегда. Хочу понять, что он говорит. 1 раз. Советую читать газеты. Каждый день. Иногда. Советую прочитать этот текст. 1 раз. Только этот текст. Собираюсь смотреть русские фильмы. Часто, всегда, иногда. Собираюсь посмотреть этот фильм, конкретный фильм 1 раз. Только несовершенный вид глагола употребляется после глаголов. Начинать – начать, стать, продолжать – продолжить, кончать – кончить. Например, я начал читать эту книгу. Я стал писать по-русски. Я продолжаю учиться. Другие глаголы. Учиться, научиться, привыкать, привыкнуть, любить, полюбить. Например, я учусь петь. Я люблю танцевать. Другие глаголы. Разучиться, отвыкнуть, разлюбить. Например, я разучился рисовать. Я разлюбил танцевать.
Следующие глаголы: уставать, устать, надоедать, надоесть, запрещается. Например, здесь запрещается говорить. Мне надоело повторять. После слов пора, надо, нужно, можно в значении пора. 7 часов. Надо вставать. Можно начинать. Виды глагола в прошедшем времени с отрицанием. Несовершенный вид. Ты сдал экзамен. Я не сдавал. Я еще не переводил текст. Действия не было. Я не делал это. Совершенный вид. Ты сдал экзамен? Нет, не сдал. Я еще не перевел текст. Нет результата. Я делал, но получил 2. Не сдал, не закончил, не перевел. Это Антон купил билеты? Нет, не он. Антон не покупал билеты. Тот, о ком речь, не делал этого. Обычно такой ответ при вопросе «Кто совершил действие?». Совершенный вид. Антон купил билеты. Он же обещал. Еще не купил, купит после занятий. Действие должно было быть, но почему-то не было совершено. Употребление видов глагола в инфинитиве с отрицанием. Несовершенный вид. После слова «нельзя» в значении «не следует», «не стоит», «не разрешается». Например, «нельзя входить», «не разрешают входить». Ему об этом нельзя говорить, не следует, не надо говорить. Нельзя включать телевизор, когда младший брат спит. Не следует включать телевизор. Совершенный вид после слова «нельзя» в значении «невозможно», «нет возможности по какой-либо причине». Например, «нельзя войти». Нельзя войти, потому что дверь закрыта. Нельзя сейчас сказать ему об этом. Нельзя сейчас сказать ему об этом, потому что он уже ушел. Телевизор включить нельзя. Он сломался. Только несовершенный вид. После слов «не надо», «не нужно», «не следует», «не принято», «не советую», «не хочется», «довольно», «достаточно», «хватит», «вредно», «нехорошо», «стыдно», «неприлично», «глупо», «плохо», «невежливо», «опасно». Например, «нехорошо так говорить», «не нужно рассказывать эту историю», «не хочется встречать его», «не надо делать это упражнение». Инфинитив с отрицанием. Обещал не давать, решил не покупать, обещал не рассказывать. Например, ты обещал не рассказывать этот секрет. Другие примеры. Несовершенный вид. После уроков я обедал, потом отдыхал, слушал музыку, общался с друзьями в интернете. Вчера мы смотрели балет. Название действия без указания на его результат. То есть это был процесс. Когда он рассказывал, все смеялись. Мы долго переводили текст. Обозначение процесса действия, длительное действие. Мы часто встречаемся. Обозначение повторяющегося действия. Совершенный вид. Он выучил все слова. Я купила новую сумку. Обозначение законченного действия с указанием на его результат. Виды глагола в прошедшем времени. Несовершенный вид. Что ты делал вчера? Отдыхал, писал письма. Действие только называется, неважно, был результат или нет. Ты долго писал письма? Я писал их весь вечер. Действие длилось какое-то время, обозначен процесс действия. В совершенном виде. Ты написал письма домой? Да, я написал их вчера. Действие имеет результат, однократное действие. Я каждый день писал письма маме. Действие повторялось много раз. Я писал письма и слушал музыку. Когда я писал письма, друг слушал музыку. Действия происходили одновременно.
В совершенном виде. Вчера я написал письма и отправил их по e-mail. Когда я написал письма, я отправил их по e-mail. Одно действие имело результат, было закончено. После него произошло другое действие, также законченное, результативное. Кто открывал окно? Здесь так холодно. Окно сейчас закрыто. Кто-то открыл его и закрыл. В совершенном виде. Это ты открыл окно? Да, здесь очень душно. Окно сейчас открыто. Употребление глаголов движения. Идти, ехать, бежать, лететь, нести, вести, вести. Например, движение в одном направлении наблюдается сейчас в данный момент. По улице что делает? Идет женщина. Она что делает? Несет цветы и что делает? Ведет за руку ребенка. В вопросе о движении человека при встрече с ним. Куда вы едете? Что делаете? Едете. Движение в одном направлении повторяется регулярно. Я каждый день иду на работу пешком. Что делаю? Иду. А обратно еду на автобусе. Что делаю? Еду. Просьба, приказ совершить однократное движение в одном направлении. Иди сюда. Что делай? Иди. Несите сюда вещи. Что делаете? Несите. Ходить, ездить, бегать, летать, носить, водить, возить. Движение в разных направлениях наблюдается сейчас в данный момент. Например, во дворе бегают дети. Что делают? Бегают. Над домом летают птицы. Что делают? Летают. В вопросе об обычном повторяющемся действии, движении. Куда вы ездите отдыхать летом? Что делаете? Ездите отдыхать. Обычное повторяющееся движение в разных направлениях. Мы каждый день ходим в парк гулять. Что делаем? Ходим гулять. Движение было в прошлом один раз туда и обратно. Вчера мы ходили в театр. Что делали? Ходили. Обычный способ передвижения, умение, способность двигаться. Он хорошо плавает. Что делает? Плавает. Все эти глаголы несовершенного вида. Еще примеры глаголов движения. Идти. Я иду, ты идешь, он идет. Мы идем, вы идете, они идут. В прошедшем времени. Я шел, ты шел, он шел. Мы шли, вы шли, они шли. В будущем времени. Я буду идти, ты будешь идти, он будет идти. Мы будем идти, вы будете идти, они будут идти. Ходить. Я хожу, ты ходишь, он ходит. Мы ходим, вы ходите, они ходят. В прошедшем времени. Я ходил, ты ходил, он ходил. Мы ходили, вы ходили, они ходили. В будущем времени. Я буду ходить, ты будешь ходить, он будет ходить, мы будем ходить, вы будете ходить, они будут ходить. Ехать. Я еду, ты едешь, он едет. Мы едем, вы едете, они едут. В прошедшем времени. Я ехал, ты ехал, он ехал. Мы ехали, вы ехали, они ехали. В будущем времени. Я буду ехать, ты будешь ехать, он будет ехать. Мы будем ехать, вы будете ехать, они будут ехать. Ездить. Я езжу, ты ездишь, он ездит. Мы ездим, вы ездите, они ездят. В прошедшем времени. Я ездил, ты ездил, он ездил. Мы ездили,
Вы ездили, они ездили. В будущем времени я буду ездить, ты будешь ездить, он будет ездить, мы будем ездить, вы будете ездить, они будут ездить. Бежать. Я бегу, ты бежишь, он бежит. Мы бежим, вы бежите, они бегут. В прошедшем времени. Я бежал, ты бежал, он бежал. Мы бежали, вы бежали, они бежали. В будущем. Я буду бежать, ты будешь бежать, он будет бежать. Мы будем бежать, вы будете бежать, они будут бежать. Бегать. Я бегаю, ты бегаешь, он бегает. Мы бегаем, вы бегаете, они бегают. В прошедшем времени. Я бегал, ты бегал, он бегал. Мы бегали, вы бегали, они бегали. В будущем времени. Я буду бегать, ты будешь бегать, он будет бегать. Мы будем бегать, вы будете бегать, они будут бегать. Еще примеры глаголов совершенного и несовершенного видов. Она долго читала этот роман. Читала. Процесс. Она уже прочитала этот роман. Прочитала. Результат. Каждое утро я вставал в 7 часов. Вставал. Повторяющееся действие. Сегодня я встал в 8 часов. Встал. Один раз встал, только сегодня. Однократное действие. Андрей, вчера к тебе приходил Виктор. Приходил. Название действия без указания на его результат. Андрей, к тебе пришел Виктор. Сейчас пришел. Один раз пришел. Он решил изучать русский язык. Решил изучать. Обозначение процесса. Длительное действие. Он решил изучить русский язык, чтобы потом получить результат. Друзья начали заниматься русским языком. Обозначение процесса. Длительное действие. После глагола «начали». Друзья решили позаниматься русским языком. Решили позаниматься, чтобы получить результат. Увидев собаку, девочка стала плакать. Стала плакать после слова «стала». От испуга девочка заплакала. Есть результат. Вам надо больше читать. Читать после слова «надо». Я хочу еще немного почитать, чтобы получить результат. Том читал журнал 2 часа. Процесс. Том прочитал журнал за 2 часа. Есть результат. Не открывайте окна по вечерам. Не открывайте в значении нельзя, не стоит, не следует, не разрешается открывать окна по вечерам. Откройте окно, в комнате душно. Однократное действие. Откройте сейчас. Откройте один раз. Итак, повторим, как же образуются времена глаголов. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Рисовать. Что делать? Процесс. Несовершенный вид. Нарисовать. Что сделать? Результат. Совершенный вид. В настоящем времени. Рисую, рисует. Что делает? Несовершенный вид глагола. Глаголы совершенного вида не имеют формы настоящего времени. Прошедшее время. Рисовал. Что делал? Нарисовал. Что сделал? Рисовал несовершенный вид, нарисовал совершенный вид. Будущее простое. Глаголы несовершенного вида не имеют этой формы. Будущее простое. Нарисую совершенный вид. Будущее сложное. Буду рисовать, будет рисовать. Имеют только глаголы несовершенного вида. Глаголы совершенного вида не имеют формы будущего сложного времени. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось.
А также подписывайтесь на мой канал. Пока!